Привет, это майор в отставке, и сегодня вновь краткое мое мнение по поводу последних событий. Итак, как вы знаете, сегодня ночью Россия вновь атаковала Украину, запустив несколько десятков ракет и почти 600 дронов. Основная масса ракет прилетела по Киеву, туда были прилеты баллистических ракет. Как я понимаю, это был целенаправленный удар по мирным кварталам, по жилым домам. Есть разрушения в нескольких домах, есть погибшие, в том числе и дети. И это все происходит на фоне того, как Трамп, словно влюбленная какая-то девочка, продолжает восхищаться и, не знаю, как еще назвать, любоваться своим другом по имени Владимир, который, несмотря ни на что, продолжает убивать, как он это делал уже на протяжении нескольких последних лет. Такими террористическими атаками Путин демонстрирует свои истинные намерения. А намерения у него весьма понятны для всех здравомыслящих взрослых людей, у которых есть хоть немного ума. Он не собирается прекращать эту войну, он собирается и дальше воевать, собирается и дальше убивать мирных людей, пока его не остановишь силой, пока его не прижмешь к стенке пальцем, как какого-то клопа, и не раздавишь. Для меня непонятно, почему Трамп до сих пор этого не понимает, почему он не видит в Путине этого террориста, маньяка, он продолжает носить какие-то розовые очки, как я уже сказал, как какая-то влюбленная девочка, которая не видит ничего, кроме прекрасного. Прекрасного в этом мало. Как вы понимаете, Трамп, на мой взгляд, своими действиями только поощряет и вдохновляет Путина на такие удары. Он, как вы знаете, на Аляске расстелил ему красную ковровую дорожку, он проаплодировал ему словно какому-то герою. Он посадил его в свое авто, и они покатались на заднем сиденье. Я уж не знаю, чем они там занимались, но выглядели они весьма счастливыми, как два друга. Я не понимаю также, почему Трамп до сих пор этого не видит или не хочет видеть, заблуждается ли он добросовестно или же нет, или он действует так умышленно, пока непонятно, но весы с каждым разом склоняются в определенную сторону. Сами понимаете, в какую. И я также не понимаю, почему окружение Трампа до сих пор, окружение, его администрация, его избиратели, его сторонники до сих пор не объяснят это Трампу, не объяснят то, что Путин тупо его использует. Он тупо сел на него и поехал. Он пользуется его ультиматумами, которые каждый раз откладываются на какие-то 2 недели. И каждый раз Трамп только обещает ввести какие-то санкции, усилить какие-то меры, оказать давление на Кремль, но этого не происходит. И это, на мой взгляд, вообще ненормально. Путин, его окружение, его армия действуют так, как действует международная террористическая организация, которая захватила власть в стране. Все эти атаки по Украине, по мирным украинским городам, по жилым кварталам, по жилым домам, по мирным гражданам – это самые настоящие террористические акты. Путин – это террорист номер 1, международный террорист. И поэтому действовать в отношении него нужно так, как действует в отношении международных террористов. Для начала объявить награду за его поимку, за его голову. Назовите это так, тоже правильно. И в дальнейшем нужно принять все меры к тому, чтобы он был отстранен от власти, арестован и передан международной уголовной инстанции. А я напомню, что в отношении Путина Международный уголовный суд выписал ордер на арест за совершение им военных преступлений. Так что имейте это в виду. Так что если вы имеете отношение к российским силовым органам, то, пожалуйста, примите все меры к тому, чтобы Путин был отстранен от власти, арестован и передан в нужные инстанции. А если этого не получится, то примите иные меры, может быть, более жесткие, которые также отстранят его от власти и положит конец всему этому безумию, всему этому преступному режиму. У меня все. Это было мое мнение. Соглашаться с ним или нет, решать только вам. Ставьте лайки, делитесь этим видео. И если вы еще не подписаны на этот канал, то обязательно подпишитесь. Ждите новых интересных и полезных выпусков. Всем удачи, всем пока, берегите себя.